Я помню, в детстве я начинал петь, и просто люди слушали всегда, когда я пел. Если говорить про творчество настоящее, да, то человек не должен быть скован ничем. Вот очень важно понимать, во что впутываться и за что браться, но если за что-то взялся, именно воин тот человек, который доводит все до конца. Когда человек забетонирован, то чтобы его разбетонировать, нужен удар крепкой кувалды. Сразу какое-то освобождение, и чувствуешь свежесть, и что прям что-то прям приходит к тебе, оно через тебя идет вот таким прям классным потоком. Мама, я не хочу видеть мир таким. Мама, я не хочу видеть мир таким. Не хочу я видеть этот мир таким. Видеть этот мир таким. Как ты почувствовал вообще впервые в жизни, что ты это твое? Вот это, знаешь, вот, что ты на своем месте, и что ты прям вот готов вот этому посвятить вот сейчас жизнь. И чувствуешь ли ты это вообще? Я никогда не задавался этим вопросом, насчет посвятить чему-то жизнь, если честно. Я помню, в детстве я начинал петь, и просто люди слушали всегда, когда я пел. Как бы я смотрел, вначале я видел каких-то бабушек возле подъезда, когда мне было 5 лет. Они слушали, потом какие-то другие люди. Потом в школе я пел все-таки, вот что на своей волне странный парень, но поет что-то. Я пел чужие песни, потом начал писать свои. Когда я пел, я никогда не задавался вопросами, я просто в потоке делал это. В общем, на самом деле сейчас точно так же все происходит, как и раньше. Тебе было очень хорошо, когда это пелось. Я чувствовал, что да, вот как бы вот оно идет, класс. Сразу какое-то освобождение, и чувствуешь свежесть, и что прям что-то прям приходит к тебе, оно через тебя идет вот таким прям классным потоком. Если ты видишь людей, особенно я очень чувствую людей, и чувствую, что именно им дать, и как, и сколько. Но сейчас уже как бы, раньше я с закрытыми глазами больше так все делал, а сейчас я смотрю, как бы чуть-чуть дал, чуть-чуть взял, взял, обмен, потом как бы вначале дал много, потом как бы собрался. Это целая такая тонкая игра, очень интересная. Я имею в виду сейчас прямо концерты и конкретно вот взаимодействие с людьми на сцене. Студия — это другое. Студия — ты погружаешься полностью в состояние того, что ты хочешь передать, и ты максимально тонко и сосредоточенно погружаешься в состояние. Вот и все. То есть тут уже не важно, как это выглядит, не важно, есть ли отклик. Это как бы процесс уже сосредоточения на звуке и на внутреннем. Многие знают, когда ты точно на своем месте, ты понимаешь, что у тебя вот это течет, и ты со сцены этот поток готов направлять. А когда ты точно не на своем месте, люди тоже знают. И это сказывается на череде событий, там, знаешь, когда мир буквально закрывается. Там. А люди, которые нашли себя, они говорят, что они точно знают, что они на своем месте, они берут ответственность за свою жизнь, и они понимают, что их переполняет, они этим могут делиться вот сколько угодно. Это поток, который не знает границ. Как вот чувствовать, что ты вот здесь вот на своем месте, а вот это тебя не туда повело, например. Может быть, какие-то подсказки тебе? Конечно, это постоянный подвижный путь здесь. И я периодически ощущаю точно так же, что я не совсем не совсем как бы там, где я нахожусь, но у меня есть четкое ощущение, когда повернуть, когда я должен уйти, когда я должен сказать «нет». Я стараюсь как бы интуитивно чувствовать. Мне кажется, принципиальный вопрос — это польза. Если ты делаешь что-то, не важно что вообще, важно, что то, что ты делаешь, приносит пользу. И тут уже такой момент синергии. Ну, то есть мир как бы тебе, ты дал что-то, есть вот этого результат какой-то, например, и тебе дается возможность еще что-то дать. И тебе возвращается. Ну, то есть это такой обмен с миром. То есть если мы говорим только о реализации в плане там профессии, это лишь одна часть жизни. Только одна. Есть еще много других частей жизни, которые тоже важны. И тут, когда есть момент сделать паузу, например, есть момент
не знаю, там, отдать что-то своим детям. Есть момент учиться, учить. В какой-то момент учишься, в какой-то учишь, а потом, когда учишься тоже. Так это подвижнее. Ну, что касается вашего творчества, вот мне просто очень интересно было с тобой пообщаться, потому что я помню, я рос и формировался, я слушал вас много, и вы меня очень вдохновляли. И, то есть я понимаю, что когда вот это есть, когда один может другому передать импульс такой, знаешь, вдохновляет, означает, что это действительно тот самый поток, который льется, правда? Вот, ну, вот я понимаю, что на самом деле термин предназначения это такая очень абстрактная, широкая вещь, потому что я понимаю, что есть биологическое предназначение, что там мы в теле мужчины пришли, кто-то в теле женщины приходит, и это уже предназначение быть женщиной, да? А там я понимаю, что это дело жизни, это тоже как бы социальное предназначение, что у меня в этом мире эффективнее всего получается, через что я больше всего, например, в данный этап времени могу реализовать себя. Я также понимаю, что есть там какие-нибудь кармические задачи, как ведическая астрология говорит, что это те уроки, которые за жизнь я должен усвоить, и те косяки, которые я постоянно там косячу, спотыкаюсь. И вот я хотел спросить, а вот ты как себе вообще чувствуешь этот термин? Мог бы ты для себя, что для тебя это такое? Это делись, пожалуйста. Что такое предназначение? Вообще есть ли это или нет? Предназначение мне очень нравится принцип спонтанности. Ну, то есть, когда ты исходишь из ситуации, и как бы чем меньше эгоизма, чем меньше привязанности, тем больше мы можем соответствовать этому потоку, который идет каждую секунду. И быть в этом потоке есть предназначение каждого человека. В какой-то момент мы увлекаемся материальными штуками, вещами, людьми. Очень много мир нам предлагает всего. И мы можем сильно разочаровываться. Очаровываться, потом разочаровываться. Но счастье мы испытываем, когда мы в потоке, в спонтанности можем делиться с другими людьми. Либо можем накапливать, созерцать, или И, конечно, духовные практики помогают, и они дают основу. Чтобы быть в этом потоке, нужно вначале почувствовать его. Вот. И для человека, который хоть раз почувствовал вкус к этому, потерять эту связь — это равносильно смерти. Когда же теряет смысл, если потеряна связь с вечным? А поток вечен, тело изнашивается, умирает, а поток остается, он есть суть, и он всегда есть в распоряжении любого человека. Но люди настолько стремятся к другому часто. И я как бы не осуждаю, просто это такой этап. Многие люди даже приносят очень много зла и разрушения. И они это делают просто потому, что они не понимают смысла. Они даже могут намеренно это делать. Если бы они поняли, почувствовали, видели все единство этого мира, насколько. Что если ты делаешь больно кому-то, ты все равно, что делаешь больно себе. Если так видеть мир, то тогда возникает, ты как бы понимаешь что-то, и ты способен этим делиться. Мне кажется, творчество именно для этого нам и дано, чтобы мы делились своим пониманием. Но чтобы иметь это понимание, нужно ежедневно практиковать, нужно, может быть, кому-то, не знаю, есть разные пути, конечно, да, люди могут через любую религию к этому прийти. И, может быть, даже есть кто-то, кто способен пойти путем там атеистическим или еще каким-то. Неважно, важно, что человек, вот он живой, открытый. Какими терминами мы это назовем, это не важно. Важно, что человек действует, и то, что он делает, имеет какой-то... вот прям ты что-то чувствуешь иногда, что сделал вовремя это. И как бы вот это то самое, что сейчас нужно было сделать. Не знаю, как это еще описать. Вот ты сейчас говорил про практику. Может быть, у тебя есть какая-то твоя практика, которая помогает тебе? Конечно. В повседневной жизни? Конечно. Я с 18 лет практикую медитацию в традиции дзен.
Вот это как бы основа, которую я в каждый день в любом случае делаю несколько раз. И сейчас я еще практикую некоторые практики из тибетского буддизма. Вот. Это как... Но оно наслаивается, очень интересно сочетается на самом деле. Такие две разные традиции, и это дает какую-то невероятную гармоничность. И вот периодически практикуя это, я ощущаю, что есть очень много достигших существ, скажем, или как бы мы их ни назвали. Они все были людьми. Если верить буддизму, то все эти достигшие существа рождались так же, как и мы, в телах людей. Они достигали, и они как бы являются примером. И в любой момент, когда мы обращаемся к ним, они нам помогают. В общем-то, в любых религиях это существует, да, допустим. Что бы мы ни взяли, везде есть как бы, примеры, как, скажем, учителей, там, просветленных существ, святых, как бы мы ни называли, любыми терминами. И если имеешь связь вот с этими достигшими существами, то они очень сильно помогают. Помимо просто медитации, которая не нуждается ни в чем, как бы, дзен-медитация, это как бы, вот я сажусь, и здесь кусочек драгонфрута, да, например, я могу полчаса сейчас вот так сесть и сидеть, как бы, и созерцать этот кусочек драгонфрута. Не нужны никакие ритуалы, никакая специальная одежда для этого. Но я тренирую свою сосредоточенность. И точно так же, если я возьмусь за дело какое-то, что бы это ни было, я это довожу до конца. То есть, если мы решаем что-то делать, мы это делаем, мы это доводим до конца, и иначе не имеет смысла даже браться. Вот очень важно понимать, во что впутываться и за что браться, но если за что-то взялся, именно воин тот человек, который доводит все до конца. Супер, это вот твой супер рецепт, я так чувствую, что это, собственно, удержание фокуса внимания на поставленной задаче. Да. Так получилось, что почему-то, вот, по крайней мере, из тех людей, которые я встречаю, в основном те люди, которые задаются вопросом о предназначении и о своем месте в этом мироздании, о смыслах жизни, очень много людей почему-то очень несчастливы. Или же они прошли какой-то сложный опыт, травмирующий где-то опыт какой-то, и по-другому они уже жить не могут. А вот знаю, что есть те, кто постепенно, аккуратно просто вот жизнь так открывает. Вот у меня супруга, ее просто как-то так ведет. А у тебя предшествовало этому процессу до того, как ты себя обрел какой-то сложный опыт в жизни, тяжелый, травмирующий, или просто аккуратно все было? Я не сказал бы, что было что-то такое очень экстремальное в моей жизни, да. Но моменты каких-то разочарований, падений, естественно, были много, очень разного. Наркотики были, очень такая беспорядочная сексуальная жизнь была. Много чего лишнего. Вообще то, что и компании какие-то люди, с которыми, возможно, на тот момент мне было весело и интересно с ними общаться. Сейчас я понимаю, что это все уводило меня очень сильно не туда. Вот. Но оно расчищается, когда человек имеет связь с источником. Просто все это не нужно. То есть не то, что ты никого не отвергаешь в своей жизни, ты не бежишь ни от кого. Просто само собой складывается так, что притягивается то, что должно, и не притягивается то, что ты не притягиваешь. То есть ты начинаешь управлять по-настоящему пространством вокруг себя. Этому вот мы и учимся. Какой-то травматический опыт. Не знаю, в моей жизни какой-то такой очень страшной жести, может быть, и не было. Я знаю многих своих друзей, которые переживали просто жуткие вещи, даже в кино иногда такое не показывают. Хотя нет, в кино сейчас уже все показывают. В общем, реально бывают у людей очень жесткие ситуации в жизни. Максимально. Когда человек забетонирован, то чтобы его разбетонировать, нужен удар крепкой кувалды. Если кому-то достаточно ветерком чуть-чуть, так знаешь, ветерок подул, такой, о, все, я туда не иду. А кого-то надо треснуть так, чтобы до основания, чтобы почти раскололся, а потом как бы понял, к чему вообще все. Поэтому так работает карма. Люди энергичные и сильные, у них бывают большие препятствия в жизни. Это просто
И чем ты становишься сильнее, жить становится не легче. Но просто ты, как бы это по силам все равно. То есть если силы много, значит, может быть противодействие, могут быть какие-то сложные ситуации. Иногда нужно проявить смелость, решительность. Иногда нужно просто ничего не делать, вообще переждать. В этом уникальность каждой ситуации. Но все мы преодолеваем. Нет таких суперсчастливчиков, которые бы ничего вообще не делали, да, и все бы приходило к ним просто так. Но есть люди, как бы приходящие с большим зарядом, и которым как бы дано очень много сразу от природы. А есть люди, которым нужно очень много работать, которые безумно могут просто сутками работать, трудиться, а результатов и плодов могут и не увидеть в этой жизни. Такое тоже бывает. Бывает. То есть человеку нужно нарабатывать, а потом могут прийти результаты в самый неожиданный момент. Вот. Но опять же, стремиться к результату изначально, если верить вот именно в спонтанность момента, то зачем думать про результат? Ты просто вот сейчас и здесь делаешь то, что ты делаешь, и все. Делаешь как последний раз, да? Конечно, только так. Потому что это может быть последний раз. Может быть, легко последний раз. Сколько актеров ушло прямо на сцене. И артист. И артистов, и музыкантов, и как бы они до конца делали то, что они делали, и уходили прямо вот в процессе. Есть те счастливчики, как ты, например, кто с детства почувствовал через свое пение, что на своем месте. Но как человек, например, который сидит и, например, в офисе годами и понимает, что он не на своем месте, но он не может оттуда уйти, потому что у него есть большие какие-то ответственности, груз целый, рюкзак ответственности, и он боится сделать шаг в пропасть в неизвестное. И он, такие люди задают вопрос, а как вообще нащупать, хотя бы начать с чего, вот как бы понять, вот, к чему талант. Вот много всего интересного, но как найти именно свой сектор, который будет... Вот... Смелость нужна. Конечно, смелость. Ну, как бы я в медуниверситете учился. И вот мама мне хотела, чтобы я был врачом. У меня все врачи. Мне никто не помогал с музыкой, никто мне не говорил, что ты будешь великим музыкантом или там вообще никто. Все говорили, ну так, как бы, ну окей, поешь, да, будешь петь там. В то время не было престижным быть музыкантом. Это было достаточно давно, и тогда все не стремились пойти в голос. Ну, как бы, вообще, как бы это не было. И не то, чтобы прям... Я сам не знал, что я буду музыкантом. Я не могу сказать, что я точно видел и верил в то, что там все получится. Да нет. Я понятия не имел. Я тусил, общался с актерами в общежитии, пел там под гитару с ребятами. Все как бы как у всех. Учился зачем-то в медуниверситете, как бы. Хотя познакомился с прекрасными друзьями там, до сих пор с ними общаюсь. То есть все это тоже имело смысл, это часть моей судьбы. Но ничто мне не говорило, ты должен быть, это твое предназначение. Как бы вообще... Я понятия не имел в 18 лет, что я буду музыкантом. Если говорить про момент настоящего, прямо сейчас, вот почему так сейчас много голос, сцена? То есть люди как-то творчески пытаются как-то себя выразить. Появилась индустрия, которая позволяет этим заработать. И большинство людей хотят прославиться и зарабатывать деньги, если так по-честному. То есть только индустрия? Индустрия появилась, и она работает. Ну, она подталкивает людей, подстегивает, и в том числе детей воспитывает. Ты будешь у меня звездочкой, ты вот победишь всех, давай там, Маруся. Какой у тебя голос? Ну, как бы окей, это может быть и позитивный в этот момент тоже есть. И Маруся дает, как бы. Угу. У меня вот вопрос как раз предназначения, то, что ты говоришь. Это реализация, можно так сказать, или нет? Ну, то есть предназначение равно реализация. Но есть люди, ты смотришь, человек реализованный. То есть я вот могу сказать, вот Андрей реализованный музыкант, вот он на своем месте, вот там. И таких людей, не обязательно музыкантов, очень разные люди. То есть он на своем месте. То есть есть вот тема икигая в Японии. Да, знаешь, да? 4 важно отследить момента. Первое. Ты любишь то, что ты делаешь. Это нужно людям. Тебе за это платят. И ты делаешь это профессионально. Ты делаешь это классно. Если вот 4 этих у тебя совпадает, то есть по сути там такие 4 круга, и по центру вот это вот центр, как синергия. Это значит... Я когда делал, я сам нарисовал икигай и искал свой икигай, какой же. И если один выпадает, то это что-то не то. Что-то не то. Слушай, как интересно. Да, и вот в принципе вот я вот про это, про реализацию.
Потому что мне кажется, сейчас у многих, как я думаю, у многих людей есть как бы некая потребность. Они базовые какие-то вещи закрыли, финансовые, там, могут себе много чего позволить. Им хочется уже выражаться, им хочется какое-то как бы самовыражение. Есть люди, которые покупают студии за миллионы долларов, собирают группы, платят всем музыкантам хорошим и делают вот такие концерты. Ну вот когда, знаешь, я знаю много таких проектов, то есть уже бизнесмены крупные, они в детстве не наигрались, они собирают банды, играют, вот уже там взрослые, какую-то свою очень странную музыку, иногда бесплатно там дают концерты. Не знаю, платят ли они людям, чтобы все пришли. Билеты так еще там в конверте. Наверное, может быть и так бывает. Я не удивлюсь, если такое тоже есть. Тоже подход. Не знаю, если говорить про творчество настоящее, да, то человек не должен быть скован ничем. Он может это делать просто, выражая себя. Если человек профессионал, и это его профессия, тогда это другое. Тогда он должен очень много работать, чтобы это было по-настоящему на уровне, чтобы это могло вдохновлять других людей. Это уже другой, подход. То есть, нет, по сути, когда ты творишь, это вообще нет никакой разницы вообще. Но когда потом, сама жизнь, она подсказывает. Если ты видишь, что она складывается у тебя так, и люди приходят, их больше, им нравится то, что ты делаешь. Но то, о чем ты говорил, если эта составляющая есть, значит, это профессия. Если нет, то почему человеку не писать песни? И он может писать песни, не сковывая себя никакими ожиданиями. Никто ничего от него не хочет и не ждет. Никто не будет разочарован. Он просто пишет песни, поет их своим близким друзьям. Может и никому не петь, в принципе. Наверное, лучше делиться этим. Мне кажется, что люди близкие по духу оценят. Я очень много видел людей очень искренних, да, допустим. Я понимаю, что этот человек не артист, но он делает что-то, это трогает, потому что это сделано от души. И я видел просто огромное количество музыкантов с невероятными вокальными данными, инструментально, которые там полжизни посвятили разрабатыванию там чисто технических моментов. И меня вообще не цепляет то, что они делают. То есть, потому что там основная составляющая, типа, я вам сейчас покажу, давайте мне деньги, хочу, смотрите, вот он я. Такой подход. С таким подходом очень много даже звезд, вот они так и мыслят. Когда общаешься, ты начинаешь понимать, что вот они скорее вот так мыслят. И хочется сразу так в сторонку куда-то уйти. Ну вот хобби, да, я сейчас услышал про хобби. На самом деле, я знаю многих людей, когда хобби стало профессией. То есть человек, когда поменял профессию, и он нашел свое предназначение. Тоже может быть. То есть он сначала думал, что он бизнесмен, а потом он попробовал что-то другое, начал это потихонечку практиковать, у него это в жизни стало больше, и он понял, что он только этим сейчас хочет заниматься, и банк он оставил. Ну вот мне, кстати, эта штука достаточно понятна, что, если там, где хобби, это, как правило, это про искренность. Да? И там, если куда у тебя энергия течет точно, ты знаешь, что тебе это очень сильно прет, и понятно, что ты этому можешь много времени посвятить, а то, в чем ты становишься мастером, если ты много времени посвящаешь, то ты становишься полезен для людей, ценность несешь, они готовы прийти и тебе заплатить. Это икигай. Но мне кажется, что икигай – это вообще про дело жизни, про некую социальную реализацию. Потому что если, например, брать, например, мать Терезу вспоминать, она же не про деньги, то есть она просто свое место чувствовала что рядом с этими прокаженными, там где в Калькутте, да, которые 10 тысяч человек, которые она просто для них мамой была, потому что они страдали, они боль испытывали. На своем ли она месте? Она исполняла свое предназначение? Мне кажется, она абсолютно на своем месте. Я знаю историю, что ей пришли в какой-то момент и сказали, что Тереза, там, твоя мама при смерти, и она тебя зовет, там несколько дней там остается, а у нее были проблемы с визовым режимом. И если она уедет, то она не сможет вернуться. Вот, и она принимает решение, что она мама для многих людей, которые страдают, она решает остаться. И это же про предназначение. Это не про денежную компенсацию за какие-то. То есть я думаю, что это очень тонкий вопрос, что предназначение и про то, и про то, и про то, про свое место в этом мироздании. Здорово. А ты, кстати, в итоге доктор? То есть в том плане, ты получил образование? Да, у меня есть неподтвержденный диплом. Я никогда не работал. Но оказать помощь какую-то, вот здесь, если что-то происходит, ты можешь, да? Минимально, наверное, могу, но в целом знаний у меня не очень много, честно говоря. Я не слишком хорошо учился. Но уже там ты чувствуешь, что это не твое, да? Да, сразу.
С первого дня. И ты закончил до конца. И я также с юридическим факультетом первого образования своего. Я даже принес родителям, подарил диплом. Слушайте, ну я все равно дам 5. Я правда ушел после сразу же Ой, с первого месяца. Более текстильного техникума решительный я оказался, да? Я говорю, мама, я поступил, ты просила, я сделал. Извини, я не хочу. Вот быть это же проблема как раз, наверное, с частичной отсутствия контакта с родителями настоящего такого. Когда, мне кажется, родителям так важно видеть в детях таланты и развивать, и помогать. Действительно, и посмотреть, спросить хотя бы, ну а что ты хочешь? Не то, что ты у меня будешь там тем-то. Нереализованная проекция, например, отца. Вот. Или мама. Да не, родители всегда хотят помочь. Они как бы, Из благих. они стараются, да, ну, как бы как могут, но по-настоящему чувствовать детей и видеть в них что-то вот, ну, не могут. Ну, все не могут, некоторые только. Я очень хотел бы быть таким. А вот как, кстати, как это сделать? Как это сделать, распознать именно в своем ребенке вот именно то, путем проб просто? Там, попробовать это. Ну, моя дочка мне просто конкретно говорит: папа, я хочу вот это, у меня вот так, я буду блогером, еще мне нужно вот это, мне нужен аккаунт, так, там мне нужно, так, давай-ка мы сейчас... Она просто тебя затягивает вот так, она вот такая, она конкретная вообще. Дети-то разные. Я могу как бы ей что-то советовать, но она уже сейчас, в 11 лет, она какие-то вещи вообще не принимает, она смеется надо мной, просто считает меня чуть каким-то чудным, странным папой, который говорит о каких-то просветленных существах. Такая, говорит, я банан, я банан. Такие, все иллюзия. И смеется надо мной. Ты уже как-то смог разглядеть ее какие-то сильные там стороны? Конечно, я уже вижу качество, с 3 лет уже видны качества. Сейчас все доступно на самом деле. И рисование. Всегда же детям давали много всего. Чтобы они и музыкой, вот музыка идет, занимается музыкой. Живопись рисует, получается. Хорошо. А тут что-то со скульптурой что-то не идет. Ну, не надо тогда. Там. И таким образом ребенок сам пробует, сам выбирает. С другой стороны, есть такой момент и дисциплины, да? Но в целом, чтобы быть мастером, нужно... То есть сколько нас родителей тоже бывало мучили там чем-то. Ну, меня заставляли играть на фано, и я не любил. Если честно, я так и не научился. В данном случае, я когда-то в детстве играл, а потом как бы как-то так сложилось, что я как-то, не знаю, в этом не преуспел. Тут важно еще, какие учителя приходят. Про фано, если. Не только. Нужна решимость человека, дисциплина. Иногда человеку не может не нравиться, это надо делать. Если ты ребенок, детям не нравится сидеть и играть на фано, никому. Так что, да, папа, я буду играть часами на фано, да. Ну, хоть кто-нибудь из пианистов говорил такое? Может быть, такие есть, не знаю. Слушай, вот тут как раз это очень граничит с этой темой предназначения. Может быть, если ей не нравится, это может быть просто у нее душа туда не лежит, может быть, ей что-то другое нравится. Да. А она это не знает, Конечно, потому может что ее быть. родители туда отправили. Нет, толкать не нужно, но чтобы хоть чему-то научиться, нужны усилия. Ну, не может человек сразу прям сделать круто. У человека могут быть способности, явно можно видеть, что у него есть способности. Но если он не поработает, ну, кому-то нужно меньше работать, кому-то больше. Но даже если человек очень талантливый, но он ничего не делает, то ничего не будет. Это тема 10 тысяч часов. Вот мне нравится эта теория. Практика на самом деле. Всегда ли получается себя настоящего слышать? Вот и отделять себя от не себя, собственно говоря. Как? Интересный вопрос. Мне кажется, что я не знаю, отслеживать это сложно. Просто бывает, увлекаешься чем-то и проявляются какие-то там негативные стороны. Потом ты это видишь, думаешь, блин, вот это да. В следующий раз думаешь, как вовремя остановиться, если что, чтоб не понесло куда-то, например, не туда. Ну, если честно, этого меньше. Ну, как мне кажется, здесь вот так сильно не уносят, потому что есть какой-то, не знаю, внутренний стержень и ощущение того, кто ты есть на самом деле. В творчестве можно отследить, когда было настоящее, где ты был самим собой, и где ты в какой-то момент, там, например, или где этого меньше, где меньше искренности, где меньше тебя, например. И можешь ли ты сам отследить для себя в творчестве такие моменты?
Ну, слушай, мне кажется, я не делал совсем неискреннего. Я не делал в жизни ничего неискреннего. Другой вопрос, что во мне есть разные проявления. Да, если «Пятница» изначально это такая баловство, но это как бы есть элемент в этом такого, не знаю, харьковского распиздяйства такого. Ну, потому что мы такие были реально, как бы сейчас, не знаю, это, наверное, тоже где-то во мне есть, но оно не доминирует. И оно может где-то проявляться чуть-чуть, но в целом мне это намного меньше свойственно сейчас. Просто, не знаю, столько всего уже прожито, и мой круг общения очень сильно изменился. Я, не знаю, мне кажется, более тонко ощущаю все. И во мне совсем нет агрессии. То есть, если есть несогласие с какими-то моментами жизни, бывает, конечно, или что-то происходит, и ты чувствуешь реакцию какую-то внутри. Такое бывает. Но сказать, что есть там... опять же, прошел этап, когда я хотел учить кого-то чему-то тоже, уже давно. Это было сильно, как бы, что я что-то открыл, сейчас я вам покажу, ребята, и вот путь там вечный, вот. Это прошло тоже, как бы. Это, постоянный процесс, ты что-то как бы отсекаешь, что-то пробуешь, заходишь на новые территории. Сейчас у меня последние 2 песни с оркестром, с дудками, со скрипками. Там все с виолончелями, все так возвышенно, красиво. При этом это все равно частично, там есть элемент блюз и сол-музыки, то, что я очень люблю. Какие-то очень тонкие. У нас последний клип, там у нас Вова Варнава танцует, это прекраснейший танцор. Релиз позавчера был. Да, кстати, новый клип, интересно, кстати, тебе показать. Вот. Слушай, Ну, как бы все такое достаточно и ретро, и куда-то уходит вообще на какие-то новые территории, где я еще не был, скажем, мне это очень интересно. То есть то, что я там считаю искусством, то, что, чем я вдохновляюсь, мне кажется, это так классно, я тянусь к этому. Я понимаю, что может тянуться там всю жизнь придется еще. Но я что могу, делаю, как я могу, как бы привлекаю людей, которые в этом хороши, которые могут сделать аранжировку струнного оркестра, например, там. вот твои самые главные кино, твои главные какие-то, может быть, книга какая-то, то, что тебя прямо вообще вскрыло, то, чем ты мог бы поделиться. Конечно, это что? Можешь поделиться? Ну, конечно, я с удовольствием поделюсь. Я вот недавно посмотрел Алехандро Ходоровского, и, конечно, это целая вселенная. Вот первый фильм «Танец реальностей», вот. И у него же эти трилогии, он их снимает очень редко. И он, этот потрясающий человек, как бы я посмотрел интервью с ним, посмотрел его обращение, когда он собирал деньги на свой последний фильм. Ты видел? Мы со слезами смотрели. Как? Это просто, мы просто сидели со слезами на глазах и смотрели, просто не верили, что такое вообще может быть. Человек просто гениальный режиссер, абсолютно невероятного уровня. Таких вообще больше нет. Но он такой один, и других никогда не будет таких, как он. И он собирает, то есть это, это настолько тонкое, высокое искусство, что в целом это не коммерческое кино совсем. Оно очень красивое, красочное, оно понравилось бы, кстати, многим людям, но местами оно, конечно, очень странное, шокирующее, и при мне люди уходили просто с фильма, потому что это, как бы чересчур для них. Но это все оправдано в его случае, все, что он использует, эти шокирующие методы, они к чему-то приводят, это терапия. И он еще и целитель, он невероятный человек, просто гениальный абсолютно режиссер. И вот это обращение нас настолько растрогало, что ему нужны просто деньги, чтобы доснять этот фильм, потому что, время такое, что вот в рекламе денег вообще, пожалуйста, сколько хотите, бюджета, нате вам, нате, А искусство как бы такое, вот оно настоящее, оно просто человек просит, дайте посмотреть. И я рекомендую просто посмотрите, это просто надо видеть. И у него не так много фильмов. И они все очень неповторимые, сложные, красивые, они психологически глубочайшие. И это как бы, это прям терапия. Вообще реально, это потрясающе. Он называет это «Психомагия». Психомагия? Есть книга у него, Алехандро Ходоровский «Психомагия», и меня эта книга в прошлом году очень вскрыла. Вот это класс. Я не знал, что есть книга, очень интересно было бы почитать. Вот, если уж еще вспоминать, я летел в самолете сюда на Бали и посмотрел прекрасный фильм «Life Itself». Не знаю, как его перевели. «Жизнь, как она есть». Наверное, так. Может быть, как-то по-другому. И он относительно недавно вышел. Я не помню, кто режиссер, к сожалению. Вот, но фильм очень красивый, глубокий, интересный, многоплоскостной. Про людей, про отношения, про взаимосвязь родителей, детей, внуков. Разные истории, переплетения судеб. Если честно, он мне напомнил фильм испанского режиссера «Беспокойная Анна».
И режиссер Хулио Медем, наверное, Хулио Медем, если я не ошибаюсь, могу ошибаться. Очень, очень хороший, мощный фильм. Он пронзительный, он глубокий, резкий, красивый. И очень, мне прям вот волосы дыбом встают при воспоминаниях об этом фильме. Ну, конечно, люблю Джармуша и Вима Вендерса и всех этих ребят, которые до сих пор, к счастью, еще Вернера Херцога, его документальные фильмы, которые он сейчас делает, прекрасные. Я больше по режиссерам, потому что если тебе нравится режиссер, в принципе, ну, редко бывает, что хороший режиссер вдруг снял плохое кино. Может быть, оно более коммерческое или менее коммерческое, да, там, ну, блин. Великие режиссеры не снимают плохого кино. И они могут себе позволить выразить то, что они хотят. Мне очень понравился последний фильм Терри Гиллиама, «Человек, который убил Дон Кихота». Он шел недавно в кинотеатр. Это вообще просто взрыв. Это очень забавно, это неожиданный такой Терри Гиллиам, он такой как бы, ну, даже как бы гротескный такой, вот как бы ну, очень прикольно. Но брутально? Нет, вообще не брутальный. Не брутальный, в том-то и дело. Он какой-то очень такой, очень мудрый. Такой прям, какой-то вот он смешной и мудрый. В нем появилось еще больше, то есть, ну, какого-то подтекста. Прекрасный. Прекрасный фильм. Так. Ну, книгу. Да, мы говорили как раз о книгах. Книги, да. Но я как-то в последнее время вот очень много читаю книг. Вот у меня был период увлечения Львом Николаевичем Толстым как раз недавно. Это было последнее... Да, поэтому я показываю. Поэтому это было, наверное, последнее увлечение именно художественной литературой. После этого я очень много читаю учителей. Как бы мне интересны книги людей вообще максимально близких к просветлению или просветленных, что они оставили. Это тоже иногда искусство, иногда это просто применимо к жизни настолько, что ты прям сразу... Иногда это дает тебе эталон какого-то высшего состояния и, как сказать, эти книги, они как бездна мудрости, то есть они настолько всеобъемлющие, они не имеют каких-то вообще пределов, как бы в них передана прям вот настоящая, ну, тот самый поток полностью проявлен, как бы. Поэтому эти книги, они очень ценные для людей, конечно, практикующих, те, которые готовы менять свою жизнь, которые восприимчивы и открыты. Надо прям проникнуть в жизнь современную. Вот это важно и полезно. Почему я пошел на этот батл клипов, хотя я как бы, ну, как не из этой истории, но мне интересно посмотреть, как же, что там, вот эти ребята, там, рэп-батлы, еду, там все брутально, все матерятся, все такие во-во-во, там, шум-шум. Как бы все вот это, и это тоже забавно, это такая игра, как бы сейчас вот такая игра, люди в это вовлекаются, им интересно. Я смотрел батлы, мне нравится, как Оксимирон стелет, вообще это очень круто, он вообще большой молодец, мега талантливый человек, классный поэт на самом деле. Вот, и мне интересна движуха, которая сейчас происходит, мне интересно, что моя Соня смотрит, как бы, мне интересно, правда, мне многое не нравится, но что-то мне нравится, я хочу быть в курсе, чтобы почувствовать этот мир и быть с ним, как бы резонировать с миром, но при этом нельзя вестись. С другой стороны, да, если мы сейчас просчитаем, что у нас сейчас модно, так, окей, хорошо, тогда мы будем играть корейский поп. Сейчас у нас, да? Мы соберем группу сейчас, покрасим челки в красный цвет, покрасим челочки в красный цвет, там, да, как бы я староват уже для этой игры, конечно. Но неважно. Японский блюз. Японский блюз, да, опять же. И нужно быть блогером. Обязательно. И транслировать всю свою жизнь. Привет, ребята! Вот. Окей, как бы мы просто понимаем, что мир такой. И не стоит это отрицать. И вот бурчать там, бе-бе-бе, вот я там, вот в наше время, вон Алехандро Ходоровский, вот это да, а вы все кто вы там? Ну, это так высокомерно. Как бы, а при этом, ну, используя методы современные какие-то, можно выразить то, что ты хочешь. И все.